Древнеегипетская цивилизация, которую мы знаем, сформировавшаяся в конце IV – начале III тысячелетия до новой эры, является лишь крышкой, прикрывающей наследие более древней цивилизации. Не знаю, точнее, и не могу сказать, кем это было инициировано. Но я придерживаюсь того предположения, что египетская цивилизация была специально инициирована и создана с одной основной целью — сокрыть наследие более древней цивилизации. И это была огромная, широкомасштабная историческая операция, нацеленная на столетия, даже тысячелетия вперед. Операция по дезинформации, нацеленная в будущее. Плато Гиза в Египте как магнитом притягивает туристов. И хотя едут они сюда просто отдохнуть, очень трудно не попасть под влияние той магической энергии, которая как будто исходит от древних пирамид и пронизывает здесь все вокруг. Кто-то приходит в восторг, кого-то вдруг охватывает тревога, кто-то задумывается о смысле жизни. Увидев своими глазами то, что не передает ни одна фотография, многие задаются вопросом, кто же все-таки построил эти пирамиды и как. И хотя гид в любую минуту готов повторить то, что написано в школьном учебнике, у простого человека остаются большие сомнения в том, что это создано примитивными орудиями, да и вообще древними египтянами. Сегодня во всем мире есть всего несколько кранов, которые могут поднять вес в 200 тонн, а древние египтяне будто бы вручную перетаскивали такие блоки. Да еще устанавливали их друг на друга. Картина просто не вписывается в рамки здравого смысла. Вот если строителям пирамид было под силу такие блоки устанавливать на место и так тщательно обрабатывать, то тем, кто разбирал эту пирамиду, поднять такой блок уже сил не хватало. Вот рубили на мелкие части. Ее обходит кладка, которая вся направлена к центру с каждой стороны. Такие наклонные ряды, очень похоже на то, что было в Джосере. Там, в той части, где именно вот такого же типа кладка, достаточно халтурная. Вот это верится, что могли сделать фараоны или при фараонах. Толпой народа собрали камни, положили на раствор. Никаких особых изысков и никакой особой сложности, кроме того, что нужно массу народу на стройку согнать. И вдруг буквально следующий же фараон строит в Медуме совсем другую пирамиду. Если и остаются какие-то сомнения в высочайшем качестве кладки, то достаточно взглянуть на блоки над дырами в стенах. Они буквально висят в воздухе, зажатые как костяшки домино. Но самое поразительное, что стены выравнивали уже после их возведения. Вручную так отполировать участки поверхности размером с баскетбольную площадку просто невозможно. Здесь явно применялись совсем иные технологии. Не только на уровне современных, но и более сложные. Ведь выравнивать приходилось не горизонтальную, а наклонную поверхность. Вся цивилизация времен фараонов возникла на руинах гораздо более древней цивилизации, которая по знанию и технологиям во многом превосходила даже нашу. Вот этот участок кладки резко отличается от того, что есть на основной пирамиде. Здесь очень ровные прямоугольные блоки, тщательно уложенные без какого-либо раствора. А здесь обычная забутовка, почти мелкий щебень и раствор из глины и всего, что попалось под руку. Древнеегипетская цивилизация, которую мы знаем, сформировавшаяся в конце IV – начале III тысячелетия до новой эры, является лишь крышкой, прикрывающей наследие более древней цивилизации. Не знаю, точнее, и не могу сказать, кем это было инициировано. Но я придерживаюсь того предположения, что египетская цивилизация была специально инициирована и создана с одной основной целью — сокрыть наследие более древней цивилизации. И это была огромная, широкомасштабная историческая операция, нацеленная на столетия, даже тысячелетия вперед. Поэтому, возвращаясь к конкретному примеру Мастабы в Медуме и рассматривая его, можно сказать,
что мастаба была построена сверху, над памятником, архитектурным памятником, гораздо более древним. И одной из основных целей этой постройки было спрятать этот древний памятник и либо придать ему иной смысл. То есть операция по дезинформации, нацеленная в будущее. И самое вообще парадоксальное, что в одной из угорицких надписей описывается наложение тфилина на голову главным конкурентом Яхве, Ваалом. С точки зрения монотеистической религии это не лезет ни в какие ворота, а на самом деле, если высоко развитая цивилизация имела какие-то мобильные средства связи вот в такой форме, то не одно же это средство было, но в конце концов не в единственном экземпляре. Поэтому и Яхве мог накладывать себе на голову это средство для связи, и Ваал, почему бы и нет. Например, в священных текстах иудаизма, перешедших в Ветхий Завет, упоминается, что Моисей при выходе из Египта имел некий посох, который позволял ему производить какие-то магические действия. Ну, мы сейчас бы назвали это магическими. А в принципе это просто действия, недоступные нам, вот, скажем так. Вообще, на самом деле, посох Моисея у меня вызывает ассоциации, связи вот с некоторыми изображениями богов Древнего Египта. Особенно отчетливо это можно проследить на фресках храма Сети I в Абидосе. Там боги держат в руках некий посох достаточно странной формы. Если присмотреться к тем вариантам изображения этого посоха, которые есть в этом храме, то можно заметить, что посох очень похож, опять же, на некое техническое устройство. Например, внизу он представляет из себя некую трубку, из которой выходит вилка с двумя зубцами. Эта вилка то находится близко к цилиндру, то выдвинута из него. Явно вызывает ассоциации с каким-то устройством в рабочем и нерабочем положении. Вверху на этом посохе находятся три предмета. Это так называемый ангх, знаменитый египетский крест с колечком наверху. Это Тесла, такая загогулинка, которая якобы отверзает уста умершим. И такой загадочный предмет, как джет-столб. Очень похож на наш какой-то современный изолятор. Но вот эти три предмета, Тесла, ангх и джет-столб, образуют как бы основные узлы в верхней части посоха или жезла, который находится в руках богов. Вот когда этот жезл находится явно в нерабочем состоянии, эти предметы просто свисают или как-то скомпонованы вместе. А когда на изображениях явно показывается взаимодействие Бога с кем-то из окружающих, например, там, с фараоном каким-то или с другим человеком, то нередко верхняя часть жезла, вот эти предметы, выстраиваются как бы либо в одну цепочку, либо частично там каким-то образом направлены в сторону как раз человека. То есть речь идет о том, что в данном случае очень похоже на технический предмет во время его функционирования. Те же три основных предмета – ангх, Тесла и джет – боги использовали поодиночке или в разных комбинациях и без посоха. Возможно, что каждый из них представлял из себя некое техническое устройство с непонятными нам возможностями, а комбинация их вместе с посохом усиливала суммарное воздействие или расширяла диапазон этих возможностей. Не исключено, что и Моисей получил нечто подобное. То мы вторгаемся не только в запретные темы истории, но и в запретные темы современности. И это была огромная, широкомасштабная историческая операция, нацеленная на столетия, даже тысячелетия вперед. Операция по дезинформации, нацеленная в будущее. Общее впечатление по стране – очень напряженная атмосфера, очень высокая плотность какая-то эмоциональная, историческая, того, что сейчас происходит. Евреи, арабы, друзы, те же самые самаритяне, все, кто живет на этой территории, он старается жить очень локализованно, его точка зрения верная, точка зрения его соседей неверная, у каждого свой взгляд на историю и никакого естественного желания идти на компромисс. Возникает такое ощущение, что поле, в котором живут данные люди, слишком насыщенное, психика не справляется.
Хочется за этим наблюдать через какое-то стекло, некий ограничитель. Качество обработки блоков стены вокруг Храмовой горы особенно хорошо видно на ее юго-западном углу, в так называемом археологическом парке. Долгое время это место было под землей и обломками древних сооружений, а потому стена здесь сохранилась в отличном состоянии. Некоторые из блоков, образующих стену, достигают тут веса в 50-70 тонн, однако при этом уложены без какого-либо раствора практически идеально. Возле туннеля западной стены раскопки уходят в глубину на несколько этажей, а конца культурного слоя так и не видно. Там отрыт огромный кусок основания этой стены, несколько сотен метров, и как раз там можно посмотреть основание этой стены и кладку. И там есть один блок длиной 13 с лишним метров. Вес этого блока оценивается в 628 тонн. И при таком весе он был не просто поставлен на какой-либо фундамент, а поднят вверх на слои из блоков среднего размера. И этот огромный мегалит тут не один. Рядом бок о бок стоят блоки аналогичного размера, которые выстроились тут, как на параде в едином строю. Если посмотреть на стену плача более внимательно, то там можно увидеть следы бывшего проема, следы бывших разрушений. То есть нижний уровень кладки остался нетронутым, а сам проем заложен, да, более-менее крупными блоками, но заложен гораздо более небрежно. Вряд ли, когда Ирод строил или восстанавливал там эту стену, вряд ли он не старался достичь красоты и максимального сопряжения блоков. Но, видно, технологии были не те, и добиться той тщательной состыковки, которая находится на нижнем слое мегалитической кладки, он просто не мог. Поэтому там, в общем, присматриваться особо не надо. Там видны щели между блоками, в которые не то что записки, кое-где и ладонь может пролезть. Как можно сравнивать вот эту кладку с тем, что мы видим на западной стене, там, особенно в археологическом парке, где блоки до 70 тонн доходят? То место, которое раскопали археологи на юго-западном углу, оно примечательно чем? Вот та мостовая, которую они связывают с Иродом, она проходит на вполне определенном уровне. А в углу этого участка есть шурф, который уходит вглубь, ниже этой мостовой, где-то метров, наверное, на 10. И по всей глубине этого шурфа видно, что кладка стены Храмовой горы продолжается. Спрашивается, это что, Ирод сначала возвел стены, потом на 10 метров их закопал, и только потом сделал мостовую. Зачем делать тогда эти вот там 7-8 рядов кладки, которые уходят ниже мостовой? Это полная бессмыслица. Совершенно очевидно, что если мостовая относится ко временам Ирода Великого, то тогда стена Храмовой горы не имеет к нему никакого отношения. Что мы видим в основании западной стены? Мы видим огромные блоки, которые тщательнейшим образом притесаны друг к другу. Непонятно, на какую глубину эти блоки идут ниже. Можно предположить, что то, что раскопано, это еще не конец. Возможно, это перекликается с египетским периодом богов. А кто ее ставил? Тот же Флавий на самом деле прямым текстом говорит в этой своей работе, что стены ставил Соломон при возведении своего храма. Но мог ли это сделать Соломон? Есть, например, утверждение, что Соломон строил стену не вокруг всей Храмовой горы, а только с восточной стороны. А вот западную, дескать, строил уже Ирод Великий. Но на самом деле, если посмотреть на восточную стену на нижние уровни, то там видны те же самые мегалитические блоки. Причем здесь они очень сильно разрушены эрозией. С южной стороны от Храмовой горы сейчас ведутся раскопки. И считается, что археологи раскапывают дворец Соломона, который тот строил для царицы Савской. Что представляет из себя дворец? Просто ломаный камень на глиняном растворе, ну и оштукатуренный. Это полнейший примитив. Собственно, такой же примитив, который представляет все постройки вокруг Храмовой горы. Все вот это как раз абсолютно в пределах возможностей той индустрии строительной и тех технологических приемов, которые были 1000 лет до нашей эры и даже при Ироде Великом. Налицо
соседство двух совершенно разных технологий строительства. Более высокотехнологичный, как ни странно, более древний, и более современный на тот период, но совершенно не технологичный, а основанный на использовании доступных камней и технологий кладки. То есть мы ведем речь о совершенно незначительных по массам и объемах единицах измерения. И вот здесь наглядно мы видим несоответствие современной истории, современного подхода датирования исторических событий и реально существующих объектов. И это была огромная, широкомасштабная историческая операция, нацеленная на столетия, даже тысячелетия вперед. Операция по дезинформации, нацеленная в будущее. Но кто тогда возвел стену вокруг Храмовой горы? И когда именно это было? Насколько раньше Соломона? Первые ассоциации при взгляде на западную стену – это ассоциация с Бальбеком. Приблизительно похожие габариты блоков, тщательность обработки и размеры напрямую связываются с Бальбеком. Удивительно совпадение параметров кладки стены в Иерусалиме и Бальбека. Характер обработки блоков, инструменты, которые при этом применялись, общий вид кладки, фасочка шириной примерно 5 сантиметров, которая идет по краю всех блоков. Все это в точности соответствует тому, что было в Бальбеке. Буквально при первом же взгляде на эту стенку возникает ассоциация с Бальбеком в Ливане. Очень устойчивая ассоциация, потому что очень много параллелей. Блоки обработаны очень схожим образом. Размеры блоков очень похожи. Соблюден абсолютно тот же самый принцип, когда большие блоки в сотни тонн весом стоят на рядах гораздо меньших размеров блоков. В 10, 20, там, может быть, 30 тонн. С нашей точки зрения мы бы сейчас строили бы по-другому. Мы бы сначала вниз поставили самые крупные, потом мельче, мельче, мельче. Нам это привычнее. А здесь располагают большие, огромные блоки поверх меньшего размера, а строители добивались очень хорошей сейсмоустойчивости сооружения. Такой же принцип можно видеть в Перу, когда огромные мегалиты тоже в сотни тонн стоят на гораздо более мелких камнях. Это же мы видим в Бальбеке и абсолютно то же самое в стены Храмовой горы. То есть вот когда ставишь буквально перед собой картинки Бальбека и стены в тоннеле Храмовой горы, вообще вот как близнецы-братья получается. Вот картинка абсолютно одинаковая. Соответственно, возникает вопрос, когда и кем это было сделано. Ну, Ирод здесь вообще никоим образом не котируется. Ирод никогда до Бальбека не доходил. Знаменитая платформа в Бальбеке и стена вокруг Храмовой горы были построены каким-то одним народом, какой-то одной цивилизацией в какой-то один отрезок времени. И когда на этом месте появились народы, которые сейчас там живут, это все уже там стояло. Логично предположить, что остатки этих уникальных сооружений достались в наследство именно от более высокоразвитой цивилизации, которая оставила свои следы не только в Иерусалиме, но аналогичные следы были зафиксированы и в Египте, при строительстве пирамид, и в Баальбеке, в Ливане. Вот все понятно, что вот она арка была. Так спускалась. Меня интересует другое. Конструкционно это жутко похоже на Сирион. Очень жутко. Я это сразу заметил, когда сюда попал. Тут какие разговоры. Жутчайше похоже. И очень похожие блоки кладки имеют место в Пальмире, в храме Ваала. Там, правда, нет огромных блоков с сотни тонн весом, которые бы лежали на более мелких, но там большие блоки, тоже в сотни тонн, образуют как бы стойки ворот храма. И вот три объекта на территории Передней Азии вызывают полное ощущение того, что они созданы одними и теми же строителями. Это вот храм Ваала в Пальмире, Баальбек и стена вокруг Храмовой горы. Любопытно, что в Пальмире храм Ваала, Баальбек тоже как бы место, принадлежащее Ваалу. И Иерусалим – место, где раньше тоже поклонялись Ваалу, где было ханаанское государство, завоеванное иудеями. Значит, мы имеем на самом деле одного и того же Бога во всех трех местах, на всей этой территории.
И если рассматривать богов как реальных действующих лиц, как представителей высоко развитой в техническом отношении цивилизации, то вполне закономерно выдвинуть предположение, что и храм Ваала, и Баальбек, и стену вокруг храмовой горы создавали вот эти представители цивилизации богов. И руководил ими, или правил ими Ваал, то есть главный конкурент Яхве. Та самая Астарта, она же, собственно говоря, жена Ваала. Ну, там не совсем жена, она так, то ли жена, то ли любовница. Но в то же время там есть некоторые фразы, попадаются в древних текстах, где упоминается она как женщина Яхве. Там смешное пересечение, и непонятно, за что он мстил. Есть забавный момент в самом названии города Иерусалим. Дело в том, что одним из наиболее ранних его названий является, если я правильно воспроизведу, Иерушалим. Это в переводе означает «основанный Богом», то есть город, который основал Бог. Между тем, иудеи не строили этот город. Царь Давид завоевал этот город. Руины города, который он завоевывал, сохранились до сих пор. Даже сохранилась стена, ограждавшая этот город. Возникает вопрос, какой Бог создавал этот город? Если это был не Яхве, иудейский Бог, то тогда получается, что, скорее всего, это был Бог древних Ханаан, или хананейцев, Ваал. То есть мы получаем полную состыковку версий по всем параметрам. Достаточно известное сооружение древности, тот же самый Парфенон. Какова логика древнего строителя? Поселение возникает вокруг некой возвышенности. На этой возвышенности, как правило, возводится храм. Этот храм, как правило, относится к какой-либо крепостной стеной именно с точки зрения охраны. А скала, на которой все это стоит, выполняет охранные функции дополнительные. Строители используют рельеф местности, выстраивая стены на скале. А здесь мы видим некую нестандартную логику. То есть есть скала, но стена строится не на скале, а под скалой. При этом это не кирпичная стена, которую достаточно просто возвести, а это колоссальная стена из огромных блоков. Возникает вопрос, зачем эта стена там стоит. Если предположить, что она раньше вообще не была никак связана с храмовой горой, то ситуация абсурдная, потому что это не похоже на крепость. Расстояние между макушкой холма и стеной достаточно маленькое. Довольно логично предположить, что на территории до того времени господствовали приверженцы Ваала. И можно даже предположить, что и какой-то храм Ваала существовал на этом месте. По крайней мере, можно внимательно посмотреть на храм Ваала в Пальмире и посмотреть на ту модель, которую сейчас воспроизводят, модель первого храма, который был на Храмовой горе. Мне кажется, что они друг друга очень сильно напоминают. На самых разных континентах обнаруживаются следы древней, высоко развитой в техническом отношении цивилизации, представителей которой наши далекие предки называли богами. Ясно, что в Израиле мы столкнулись со следами этой же цивилизации. Крайне нетерпимо относится к так называемому язычеству со множеством богов. Поэтому все, что относилось к поклонению многим богам в этом регионе, все древние памятники, святилища, храмы и так далее, все это подвергалось тотальному фактически разрушению, уничтожению или перестройке. Недаром Моисей в последней своей речи перед евреями, перед своей кончиной, напутствовал их перед завоеванием земли ханаанской. Победив врагов, не даруйте никому из них жизни, но решительно избивайте всех их поголовно для пользы дела. К тому же, я советую вам разрушать их жертвенники, срубать их священные рощи, разносить все их храмы, сколько бы их ни было, и уничтожать огнем весь род их, чтобы не было о них помину.